Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу, как пропоить в первые дни жизни бройлеров, чтобы они не болели и не умерли. Мы купили бройлеров породы КОП 500. Им 2 дня. Это хорошие бройлеры, но им необходима хорошая пропойка для того, чтобы выживаемость достигала 98%. Я бройлеров держу в таком брудере. Он сделан из обычного ОСБ толщиной 1 см. Здесь есть 2 открывные дверцы, оборудованные мелкой сеточкой размерами 1 на 1 см. И все это дело обогревается с помощью инфракрасной лампы, которая регулируется переключателем мощности. Вот он с другой стороны. Можно сделать ярче или меньше. Кормушку я использую самую обычную, с литровой банкой, и в ней корм. Я использую готовый комбикорм для бройлеров до 1 недели. Внизу, для того чтобы цыплята не разбрасывали корм, я подложил такой поддон пластмассовый из холодильника. Корм выпадает, и они его доедают, чтобы не было большого расхода комбикорма. Цыплята очень любознательные, везде лезут, им все интересно. Газета не дает лапкам проваливаться, потому что под газетой находится тоже мелкая решетка размером 1 на 1 см, а также выдвижной лоток для помета. Когда они подрастут, я буду отсюда выбирать накопившийся помет, а ножки будут постоянно у них сухие. Поилочка для цыплят будет пока самая стандартная. Сюда прикручивается горлышко пластиковой бутылки и накрывается этой решеткой, чтобы цыплята не мочили ножки. В дальнейшем, когда цыплята подрастут, я их переведу на ниппельные поилки, которые будут подниматься все выше и выше по мере их роста на таких фиксаторах для труб. Цыплята выпрыгивают, будем их собирать, потому что они очень любознательные. Сейчас они очень живые, хотят пить, поэтому необходимо срочно приготовить для них пропойку. Пропаивать цыплят необходимо до возраста 10-12 дней. Для этого я использую стандартную мини-аптечку, в которой есть все необходимое. Мини-аптечка может быть разная, их большое количество. Я использую вот такую мини-аптечку фирмы Зовет. Здесь в ней все есть, и она используется для пропаивания всех видов птиц. Это индюки, гуси, утки и куры. Препарат имеет такую красивую обложку и вполне пригоден для выпаивания 50 цыплят. В первые 3 дня необходимо цыплят пропоить с помощью глюкозы и аскорбиновой кислоты. Здесь 10 грамм на 1 литр воды. И с помощью такого препарата N-Rox в количестве 1 мл на 10 литров воды. Моим цыплятам уже 2 дня, то есть им можно влить эти 2 препарата в 1 литровую бутылку и хорошо споить. Я использую обычную литровую бутылку из-под пива, хорошо помытую, с отстоянной водопроводной водой. Здесь уже нет хлора. Высыпаем в нее 10 грамм глюкозы и аскорбиновой кислоты. Аскорбиновая кислота хорошо поднимает иммунитет, и птенцы будут меньше болеть. А глюкоза дает питание для мышц молодых птенчиков. Затем закручиваем бутылку крышкой, хорошо перемешиваем и ставим эту бутылку цыплятам для поения. Затем открываем ампулу N-Rox и добавляем ее тоже в раствор. Затем закручиваем бутылку крышкой, хорошо перемешиваем и ставим эту бутылку цыплятам для поения. Затем прикручиваем бутылку к поилке.
Переворачиваем и поем цыплят. Цыплята очень хотят пить. Пошли пузырьки. Это выходит воздух. И вода поступает в нижний отдел поилки. Лапки цыплят уже в воде. Сейчас они определятся, найдут где вода и будут ее пить. Стоит одному пробовать, все остальные сразу поймут, где она делась. Понемногу успокаиваются, уже не так пищат, значит им всего хватает. Препарат Enrox или Enroxil — это хороший антибиотик, который помогает цыплятам избавиться от возбудителей многих болезней, в том числе сальмонеллеза. На следующем этапе, когда будет с 4 по 6 день, необходимо будет добавить в воду на 1 литр воды 1 мл препарата Чиктоник. Это кормовая добавка, которая стимулирует пищеварение, улучшает обмен веществ и аппетит маленькой птички. Затем, когда наступит 10-12 дней, необходимо будет добавить им для питья также 1 мл на 1 литр воды препарат Ветодокс. Этот препарат помогает избавиться от болезни дыхательных путей птицы за счет того, что здесь есть антибиотик и та же ацетилсалициловая кислота. Здесь на коробке представлена схема выпаивания цыплят, которая вполне понятна. Единственное, что название препаратов немного изменено, возможно, ошибка печати. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как выпаивать цыплят-бройлеров в первые дни их жизни, чтобы они не болели и не умерли. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.